Привет, здрасте, ребята! Сегодня видео будет длинным, и речь пойдет вот об этих замечательных сверхвысокочастотных нагревательных приборах, а в простонародье микроволновка. Кто-то после этого видео заимеет для себя поверхностные знания об устройстве, о ремонте микроволновых печей. Но кто-то увидит для себя источник пассивного дохода, а некоторые, как всегда, поугарают и поставят дизлайк. Сегодня я буду не только ремонтировать, но еще и экспериментировать. Например, переставлю морду лица с одной микроволновки на другую, после чего все это безобразие продам. Интересно, сколько я получу монат? Смотрим! Так, к примеру, покажу вам, сколько всеразличной бытовой техники валяется на улицах. Да, даже керамическую электроплитку вы сможете встретить. И не надо мне говорить, что на ваших улицах ничего нет. Сидя на диване, ты, конечно же, никогда ничего не найдешь. Вот, например, пожалуйста, в центре города Сочи лежит этот прекраснейший аппарат. Конечно же, я приволок пару бесхозных микроволновок, найденных в подъезде или просто стоявших на помойке. К сожалению, не могу найти видео, как я их тащил. Также бытовую технику я иногда разбираю на месте, чтобы обзавестись дорогостоящими запчастями, которые в магазинах стоят не 1000 рублей. Я тебе рекомендую быть предельно внимательным в ремонте этих микроволновых изделий. Ведь в них существуют цепи, где напряжение может достигать не 1 киловольт. Если тебя то даже гладкие белые доски не помогут. Ну, конечно, этих образцов мало. Придется полазить по просторам интернета и прикупить еще несколько штук. Представляю, как сейчас опять начнется. Ой, да где ты такие цены видел? У нас таких цен нет. Выбирайте ваш регион, ставьте фильтр 600 рублей. И в течение недели отлавливайте потенциально интересных продавцов, с помощью которых вы заработаете немножечко монат. Ну или не немножечко. Все зависит от вас. Ну, в общем-то, я нашел кучу подходящего мне материала. Для таких целей, конечно, лучше бы иметь луноходное транспортное средство, чтобы сразу объехать все адреса и забрать интересующий материал. Ну а я побежал за материалом. Ну вот и первый испытуемый образец на операционном столе. Вообще, признаков неисправности не так уж и много. Первое, это когда микроволновка вроде бы как работает, но не греет. Второй признак неисправности – это когда в рабочей камере появляется плазма. Попросту микроволновка начинает искрить. Не знаю, попадется ли мне сегодня такой экземпляр. Поломка очень простая. Погуглите, если у вас такая поломка. И третий признак неисправности. Обычно он возникает среди наших прекрасных дам. Это когда ни одна кнопка не работает, ничего не включается. Решение проблемы очень простое. Надо включить в розетку этот прекрасный прибор. Ну да ладно, давайте приступим. Для теста микроволновки я использую влажный кусок материала. Кто-то как-то мне сказал, что пихать стакан с водой для проверки, но это как минимум не гигиенично. Мокрая тряпка совершенно холодная, а это значит не работает высокочастотный генератор. Будем вскрывать. Обязательно отключайте прибор от сетевого напряжения. Если ты начинающий, то записывай все на телефон, чтобы потом не возникало проблем в обратной сборке. Складывай все шурупы в одно место. Запомни, сколько выкрутил шурупов и болтов, столько и должен вкрутить. Вот эти радиоприборы, которые вы сейчас видите, чаще всего выходят из строя. Это обычный контур, но есть еще инверторные микроволновые печи. Там, конечно, все посложнее. Конденсатор, магнетрон и высоковольтный предохранитель. На эти радиоэлементы стоит обратить внимание. Повышающий трансформатор – хорошая штука для самодельщиков. Но я ни разу не встречал, чтобы этот радиоэлемент выходил из строя. Пожалуй, начнем с высоковольтного конденсатора. Выглядит он вот так, в паре с диодом, и нередко выходит из строя. Второе, на что стоит обратить внимание, это магнетрон. Тоже часто встречается в неисправном виде при поломке. И тройку по неисправностям возглавляет высоковольтный предохранитель. Если микроволновка не греет, первым делом надо проверить этот электронный компонент. Прежде чем туда лезть, обязательно разрите конденсатор. В противном случае вам не избежать офигенской стряски с непредсказуемыми последствиями. Конечно, производители не дураки, и в сборке конденсатора уже предусмотрен разрядный резистор. Но я все-таки настоятельно рекомендую подстраховаться и замкнуть контакты конденсатора, желательно через какое-нибудь сопротивление. Вот он, этот виновник неисправности. Это банальный предохранитель.
В некоторых случаях его можно просто заменить, и вся схема заработает. Сгорает он из-за того, что вы оставляете ложки или еще какой-то металл попадает туда. Но не спеши радоваться, это в некоторых случаях такой простой ремонт. Выходит он из строя не просто так, это значит какая-то неисправность в контуре. Начнем с конденсатора. Если у вас тестер переключает кратность сопротивления, то желательно все измерять на мегаомах. Для начала проверю конденсатор на пробой. Как видите, заряд произошел, то есть это значит, что конденсатор между обкладками не пробит. Дальше нужно посмотреть на короткое относительно корпуса. Тоже все в порядке. Настала очередь магнетрона. Тестер я ставлю в режиме прозвонки. Как видим, обрыва нет, после чего нужно замерить на пробой относительно корпуса. Я повторюсь, это поверхностная проверка. Проверяется все намного сложнее. Как это сделать? Загуглите. Вот так выглядит высоковольтный предохранитель. Продается он и на Али, и в любом радиомагазине, и на радиоразборках. Некоторые начинают изобретать велосипед, впаивают туда проволоку, думают, что они гениальные товарищи, надеясь, что они подобрали подходящий материал и рассчитали сечение. Запомните, так делать нельзя. Предохранитель стоит копейки. Эта маленькая деталюшка сбережет вашу жизнь и имущество, предотвратив возгорание или пробой на корпус. При тесте я рекомендую накрывать прибор крышкой. Не стоит шутить с микроволновым излучением. Ну вот и одна микроволновка готова. Не знаю, видно или нет, что тряпка парит. Будем закрывать. Помните, все шурупы и болты должны быть на месте. Неплохой экземпляр микроволнового изделия. После тестов я выставлю ее на продажу за 2500–3 тысячи рублей. Второй подопытный образец я нашел как раз на помойке. Сперва обрадовался презентабельному виду. Черное стекло, хромированные вставочки, куча кнопочек. Выглядит дорого. Но не тут-то было. Внутренности оказались гнилыми. Интересно, из-за чего так эмаль растрескалась? Интересный образец. Жалко его дербанить. Может быть, попробовать переустановить морду лица и мозги на другую микроволновку? Эту микроволновую печь можно было отмыть, отремонтировать и продать в таком исполнении. Но мне захотелось поиграть во врача-трансплантолога. Контора у этих изделий одна, да и по размеру они один в один подходят. Почему бы не попробовать? Не знаю, занимался кто-нибудь когда-нибудь пересадкой мозга и лица у данных аппаратов. Но фирма оно и одни. Я думаю, что все вполне должно подойти отлично. Давайте попробуем. Как видите, изнутри они почти идентичны. По крайней мере, высоковольтный контур один в один. Конечно, контактная группа отличается разъемами, но думаю, это не беда. В конце концов, вся эта электроника управляет включением и выключением магнетрона, ну и вспомогательными шняжечками, вентилятором, столом поворота, подсветкой и предохраняющими микровыключателями. Давайте посмотрим момент трансплантации без моего голоса, а вот с этой прекрасной музыкой. Пациент с новым лицом отлично работает.
Осталось навести порядок внутри, собрать все провода в пучок, закрыть этот аппарат, ну и подобрать тарелочку. Хотел бы услышать ваше мнение, а можно ли так вообще делать? Ну и, конечно, какие-либо интересные предложения, что можно собрать из микроволновки, каким самоделкам можно применить комплектующие. Жду от вас самых наибезумнейших идей и предложений. Комплектующие от микроволновых печей тоже стоят денег, и запросто ты их сможешь продать на сайтах бесплатных объявлений. Трансформаторы я брать не буду, порадую охотников за медью. А вот этот блок управления мне не дает покоя. Это же классный, уже готовый таймер. Включите фантазию и пишите буквы под видео, куда можно применить его. Например, выключение освещения или подогрева в теплицах. Если хотите, я запущу его автономно, без микроволновой печки. Ну вот и добрался до этой замечательной лыжи. Визуально она как новая. Внутри, ну как будто бы вообще никогда ничего не разогревали. Продавец мне сказал, что выключается этот аппарат секунд через 20-30 после включения. Давайте откроем, посмотрим, что в ней. И это оказалась инверторная микроволновая печь. Не поверите, ни разу не сталкивался с таким аппаратом. Знаю, что такая печь кушает намного меньше электроэнергии, и регулировка мощности магнетрона осуществляется путем уменьшения напряжения, если я правильно выражаюсь. В простых СВЧ-печах мощность регулируется импульсно, то есть путем включения-выключения магнетрона через определенный интервал времени. Аппарат-то работает и греет, но я думаю, что с ним все равно что-то не то. Я думаю, что где-то датчики температуры, наверное, срабатывают, из-за этого вырубается. Сейчас визуально посмотрю. Ай. Магнетрон до безобразия раскалился. Сейчас, наверное, сниму его и визуально осмотрю. Да, магниты магнетрона почему-то разбитые. Возможно, сам прибор некачественный, а возможно, что они просто лопнули от температуры. Хотя, конечно, это маловероятно. Мастера, дайте заключение. Почему это случилось? Вот блин, а у меня нет магнетрона с таким креплением. Да еще, наверное, под инверторную микроволновку какой-то специальный магнетрон. Надо покурить эту тему. Визуально магнетроны отличаются только креплением. Подберу близкого по мощности донора и попробую переставить крепление со старого прибора на запасного донора. Не знаю, можно ли так вообще делать, нарушать целостность конструкции. Постараюсь все сделать аккуратно, исключительно хирургическим, стерильным инструментом. Ух, и матерятся, наверное, гуру по ремонту СВЧ-печей. Как, например, меня материли за телевизоры. Если кто не видел, как заработать 10 тысяч на телевизорах, ссылочку оставлю сверху. Конечно, переустановкой креплений дело тут не закончится. Я пробовал запустить магнетрон, и он отказался работать. А все дело вот в этих дросселях или дросселях, как правильно говорить. На стандартном магнетроне они рассчитаны на 50 Гц, но в инверторном исполнении я думаю, что частота намного выше. Немного покурив просторы интернета, я нашел, как один паренек это грамотно делает. Насколько грамотно, не знаю, вам судить. Я не знаю, какая рабочая температура магнетрона, поэтому отказался от пайки и решил сделать вот такой переход через клеммники. Это видео я начал снимать более месяца назад, так что этой микроволновкой я уже пользуюсь неделю. Погоняю еще немного, прежде чем выставить на продажу. Я просто не уверен в данном ремонте, тем более занимаюсь ремонтом магнетрона впервые. Ну, как видите, подопытный прибор не греется. Неужели работает?
В общем-то, вот такая переделка магнетрона получилась. Не знаю, в нем ли проблема. Может быть, проблема в инверторе, который дает более большое напряжение, и из-за этого магнетрон разогревается и горит. Я попользуюсь этой микроволновкой 2 недели, и уже потом посмотрю, насколько она работоспособная. Ну давайте поставим последнюю микроволновку на ремонт. Эту конченую микроволновку вы уже видели в начале видео. Я ее нашел в подъезде. Как видите, корпус помят. К сожалению, у меня нет опыта жестянщика, так что попробую выровнять подручными средствами. Выставлю этот экземпляр за 1000-1500. Думаю, кому-нибудь в гараж она вполне подойдет. Мне уже попадалось что-то похожее на такую поломку. И это был микровыключатель, который контролирует дверь. Как сложно добираться до этой группы переключателей. Если кто сталкивался, знает этот геморрой. А вот и виновник. Один микрик не работает. К счастью, у меня есть куча запчастей, снятых с доноров. В том числе микровыключатели или концевики, как кто называет. К счастью, сегодня мне не попалось сложного ремонта, как, например, плата управления всем колхозом микроволновой печи, хотя этот модуль очень редко выходит из строя. Ну, в общем-то, осталась предпродажная подготовка, которой с удовольствием займется Катерина! Катерина со всей серьезностью подошла к предпродажной процедуре сверхвысокочастотных нагревательных приборов. Даже средство у нее какое-то специализированное по расщеплению биологических материалов. Я же выполнял роль надзорного органа. По результатам проверки все оказалось в пределах допустимых норм. Теперь можно и прибарыжить данными аппаратами. Для размещения на сайт объявлений фотографируйте общий план объекта. Если есть какие-то сколы, царапины и вмятины, внесите их тоже в фотоотчет. И обязательно фотографируйте паспорт объекта, чтобы у покупателя не возникало вопросов. Чё, сколько литров она? Какие у нее размеры? По паспорту он и сам пригуглит всю информацию о приборе. Ну все, осталось разместить товар и ждать щедрого и адекватного покупателя. Приблизительно вот так проходит сделка. Продавец-консультант Катерина рассказывает, как пользоваться, и дает 3-дневную гарантию. Невероятно! Все свечи-печи разошлись, как горячие пирожки, просто за 1 день. Наверное, из-за того, что я цену такую поставил. По 3 микроволновкам я поставил 2500 и одну, которая мятая, за 1000 рублей. И вот они, 8500 или $100. Неплохо, не правда ли? Тебе интересна такая тема? Оставляй буковки под видео, на чем еще можно поднять деньжат, чтобы показать тебе, возможно это или нет. Есть, конечно, тема с холодильниками. И даже вакуумный насос мне послал подписчик Антон. Ну и не только вакуумный насос. Спасибо, дружище. Но они такие, к сожалению, громоздкие. Не знаю, стоит ли с ними связываться. Но я с вами не прощаюсь. Не болей. И храни тебя и ваших родственников Господь. До встречи. Зачем-то мы плачемся в микроволновке. Зачем-то мы плачемся.